Добрый день, друзья! Спасибо, что зашли на канал. Сегодня хочу показать шаг за шагом, как я вырастила ржаную закваску за 3 дня. Этот рецепт пришел к нам от монахов, по крайней мере, так пишут в интернете. Закваска носит название «Вечная», потому что если использовать ее по специальной схеме, то она действительно будет служить вам вечно. На этой новой закваске я уже испекла потрясающий хлеб с невероятным ароматом. Пекла по своему рецепту пшеничный хлеб на ржаной закваске. Кому интересно, ссылку я оставлю в описании под видео. В чистую баночку, можно пол-литровую или чуть больше, но не меньше, выкладываем 3 столовые ложки ржаной муки и 3-5 столовых ложек питьевой воды комнатной температуры. Все хорошо перемешиваем. Мука у всех разная по плотности, по влажности, поэтому объем воды вы должны определить сами. Должна получиться смесь примерно консистенции сметаны. Чуть гуще или чуть жиже – это не принципиально. Баночку накрываем крышкой с отверстиями и оставляем на сутки. Прошли сутки. Желательно все делать в одно и то же время. Видно, что у смеси начался процесс брожения. Появились пузырьки газа, хоть и в небольшом количестве. Смесь стала пористой, с неприятным запахом. Добавляем в смесь 3 столовые ложки ржаной муки. Добавляем воду. С количеством воды вы уже должны определиться, примерно 3-5 столовые ложки. Все хорошо перемешиваем. Воды должно быть столько, чтобы при перемешивании смесь достигла консистенции сметаны. Баночку накрываем и оставляем смесь для брожения еще на сутки. Прошло ровно 2 суток. Видим, что процесс брожения продолжается. Количество пузырьков газа существенно увеличилось. Смесь стала светлее, стала пышной из-за большого количества пузырьков газа. В аромате и на вкус смеси появились нотки кислинки. Добавляем 3 столовые ложки ржаной муки, примерно 3-5 столовых ложек питьевой воды. Столько, чтобы при размешивании смесь приобрела консистенцию сметаны. Все перемешиваем. Баночку со смесью накрываем и оставляем смесь бродить еще 1 сутки. Прошло 3 суток. Закваска прошла полный цикл брожения. В данный момент деятельность закваски замедлена. Перемешиваем закваску. Теперь нам нужно закваску покормить 3 столовыми ложками ржаной муки, чтобы привести ее в активное состояние. Добавляем в закваску примерно 3-5 столовые ложки питьевой воды. Все хорошо перемешиваем, накрываем и оставляем на 3-4 часа или до удвоения-утроения закваски в объеме. Можно сделать пометку на имеющемся уровне закваски, чтобы увидеть, когда она удвоится или утроится в объеме. Сейчас лето, жарко, температура на кухне у меня 27-28 градусов по Цельсию. Эта же температура у меня держалась все 3 суток, пока закваска созревала. И поэтому прошло всего лишь чуть больше 2 часов. За это время закваска активизировалась, удвоилась в объеме, имеет аромат с кислинкой, характерный для ржаной закваски. То есть налицо все признаки готовой закваски. Далее 2/3 от объема закваски мы используем для опары, на которой потом будем замешивать тесто для хлеба, а 1/3 часть убираем в холодильник на хранение. Перед следующим использованием достаем закваску из холодильника, даем ей немного времени, чтобы она приняла температуру помещения, оживляем ее мукой и водой, перемешиваем и ставим в теплое место. Когда закваска удвоится или утроится в объеме примерно за 3-4 часа, 2/3 от ее объема будем использовать для теста, а 1/3 часть убираем в холодильник на хранение. И так до бесконечности. Поэтому и такое название у закваски – вечная. На мой взгляд, ржаная закваска – это самая легкая для выведения, самая неприхотливая, прекрасно переносит хранение в холодильнике без кормления, до 7 дней это точно,
Большой плюс, что при выведении этой закваски не нужно ничего выбрасывать. Выпекать на этой закваске можно не только черный хлеб, но и если использовать ржаную закваску как стартер, то можно выпекать и белый хлеб, и сдобную выпечку. Всем удачи в выведении ржаной закваски и чтобы выпечка у вас из нее всегда получалась на высочайшем уровне. На сегодня все. Пока, до встречи!